Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером субботы такой насыщенной на новости и действительно сегодня будет о чем пошуметь. Вы на моем канале, и это прямой эфир. Я очень признателен всем тем, кто уже поставил лайк, всем тем, кто непосредственно вовлечен, всем тем, кто с нами, и вот очень надеюсь, что массив информации, о которых будем сегодня мы немножко подробнее вглядываться в детали, о которых узнавать немножко ярче, мы сегодня разберем. Это проект Шум, QR-код, который вы видите прямо сейчас на экране, это возможность взять и, собственно, задать вопрос или написать чего-то прямо во время эфира. Так, ваши вопросы собираю, конечно же, в сообществе YouTube и чате трансляции. Кстати, про чат трансляции. Он у нас, что называется, на экране, и этот чат должен прежде всего выполнить в начале нашего эфира функцию, чтобы вы написали, откуда вы, откуда смотрите. Я поражаюсь географией просмотров и вашим сообщениям. Это действительно здорово. То, что вот такой огромный пласт людей с разных уголков мира смотрит и вот действительно, как бы соучастливо подходит ко всем новостям. Шум стал чаще, но я думаю, от этого не станет менее интересно, потому что новости разберем сегодня очень и очень здоровские. Вот пишут Германия, вот пишут мытищи. Почему нет в телеге аудио? Есть в телеге аудио. Мичиган, Тюмень, Москва, Киев. Марс, Илон Маск, я знаю, что ты меня смотришь. Молдова, Рязанская область, Алушта, Швейцария. Просто прекрасная география, как всегда. Спасибо большое, что пишете. У нас в чате для вас вот такая функция, ну, скажем, такой опрос. Сегодня хоронили Папу Римского. И, соответственно, это превратилось во время и позже в такую целую плеяду международных встреч. О них будем сейчас говорить, но ввиду того, что сейчас происходит там на странице Трампа, ввиду того, что как сейчас радуются определенные люди, которые вот вчера еще поливали помоями Дональда Фредовича, в общем, возникает главный вопрос. Как вы думаете, кто Трампа больше водит за нос? Варианты ответов. Путин, Зеленский, Макрон и Стармер, или еще есть такой вариант у него у самого 7 пятниц на неделю. Эфир субботний, 26 число, но, видимо, у Трампа тоже пятница. Голосуйте, друзья, в конце подведем итоги. 1800 голосов мы уже получили, это тоже прекрасный показатель. Бургас, Болгария, привет, Бургас. Киев, Беларусь, привет из Нижнего Новгорода, привет. Россия, Сибирь, Хакасия, станица Луганская. Ох, какие там у вас были помидоры и клубника. Помню, Германия, значит, Краматорск на связи. Привет в Краматорск. И, конечно, Белфаст, Тамбов, Геленджик. Спасибо, друзья, за то, что пишете эту географию. Не забудьте поставить лайк, потому что шум должен быть лайкнутым. Ну, вот такое правило давайте какое-то заведем, потому что сегодня на самом деле произошло очень и очень многое. Я прям даже в растерянности, с чего начать. Но начнем, наверное, с главного события. Это, конечно, похороны Папы Римского. Папу хоронили с почестями. Есть и был определенный отход от всех канонов, потому что так просил сам Папа. Гроб деревянный, простой, показали его келью, там, где он жил, все очень скромно. Собрались, съехались, понятно, кардиналы и лидеры, мировые лидеры. Самое интересное, что из этих мировых лидеров самая главная интрига, и сумел все-таки Зеленский, вот во вчерашнем шуме мы говорили, он там успею, не успею, сумел каким-то образом сыграть на этом, о том, что успел. Зеленский был, Зеленский приехал. Правда, была какая-то такая небольшая заминка. С чем она связана? С тем, что при появлении первых лиц сначала выходит первая леди, то есть Елена Зеленская, проходит без мужа. А муж Зеленский как-то появляется в другой компании. Правда, стояли они вместе. С чем это связано? Все банально просто. Телеграф это все раскрыл. В общем, Ватикану пришлось менять расстановку лидеров и Зеленского выставлять на первый ряд.
Вообще, то, чего хотел Зеленский, он и добился. Это видео, это фото, это самое разнообразное, скажем так, медийное проявление. Тут надо отдать должное. Вот эта вся интрига, вот смотрите, у меня война, я должен приехать возложить цветы, у меня там ставка, военный кабинет, успею, не успею. Все было понятно, что он успеет. Это был, такой очень важный момент, как он сам писал у себя в телеграм-канале и говорил в обращении, это были судьбоносные встречи. О встречах сейчас поговорим, но предваряло все ошибка. Все-таки, наверное, где-то ошибка, хотя, может быть, дальновидность. Поживем, увидим. Карикатуристов The Time. В Times вот есть карикатуристы отдельные, штатские, и вот они вот так изобразили известнейшую картину, да, то есть как пальчиками не соприкасаются Дональд и непосредственно Зеленский. Самое интересное и самое, наверное, знаковое в этой встрече, это была сама встреча. То есть Трамп встретился с Зеленским в доме, да, Папы Римского, так нас принято называть. Это большое здание с колоннами. Значит, суета была дикая. Почему? Потому что график Трамп выстроил таким образом, что все пресс-пулы, они вот метались из стороны в сторону. Сначала говорили, что встретятся после. Потом говорили, нет, все, до. Другие писали, уже встречаются. В общем, как это было на самом деле? Они встретились до, а после уже не встречались, потому что Трамп, как выражаются у нас, хамыль-хамыль, и как бы садится и улепетывает оттуда, садится в самолет и летит в Америку. Все. То есть второй встречи не было. И на этом многие сломали копья. А почему? А что-то как? Трамп выдает гневный пост, где пишет, а может это Путин затягивает войну. Я вот подумаю над вторичными санкциями. И вообще он стреляет ракетами. Он хочет, наверное, чем-то помешать. И разразились все вот эти, скажем, паблики, самые разные, украинские, офиса президента паблики, о том, что смотрите, 15 минут хватило для того, чтобы переубедить Трампа. Зеленскому очаровал, смог к нему найти подход. Вот так они трактуют. Как все было и как все происходило, давайте попробуем с вами немножко поразмыслить и посмотреть визуально. Потому что я считаю, что у каждого есть своя голова на плечах, и свое понимание времени, возможно ли за 15 минут изменить вообще ход отношений между странами, большими странами, Россией и Соединенными Штатами Америки. Значит, как захаживал Трамп? Он захаживал вот так. Он, проходка, его стоят, ждут, гости, это вот внутрь, в здании, очень долго, долго вы сейчас поймете, почему, это я на паузу нажал, он общается там с Дудой, вот это вот все, как бы, да, поддерживает его, и пошел, скажем так, приветственный, традиционная приветственная линейка. И вот Зеленский, да, Зеленского тоже он вознаградил рукопожатием и положил ему руку на плечо. Позже именно из этого видео фрагмент стал, наверное, одним из символов сегодняшнего дня. Это глаза Зеленского, с которыми он смотрел на Трампа. Было такое выражение у меня, например, да, в юности такой, как бы переходящей в молодость, раболепствуя, но не лебезя. Кажется, из КВН откуда-то, да. Вот, в принципе, вот так это все выглядело. Это была первая встреча, и вот с такими надеждами, собственно, Зеленский смотрел на Трампа. Тот положил ему руку на плечо. Тоже в моей уже подростковой истории было тоже выражение, чем лев отличается от, давайте, нехорошего человека. И все как бы задавали вопрос, чем? Тем, что можно тебе положить руку на плечо, а льву нельзя. Вот кто помнит это выражение, тот понимает, о чем речь. Но суть не меняется. Трамп как бы осветил, да, присутствие Зеленского, который к нему успел, который там немножко метался, который сорвал переговоры в Лондоне, в Париже было что-то непонятное, да, то есть, но картинка вот такая благосклонная. Эти глаза Зеленского, это, конечно, нечто.
Но не только в глазах дело, а еще и в том, как выглядит непосредственно сама аудиенция. Значит, ну, все понимают, лидеры пришли, заходит Трамп, с всеми здоровается, как бы лидеры собираются внутри здания, а потом выходят вот там, где они стояли на улице, прощание с папой, где было много народу, где выносили гроб, и, ну, вот, как бы, да, вот, можем, в принципе, видеть глаза. Я буду периодически напоминать, извините, если буду сильно настырный, это похороны. Вот это вот то, что мы видим, это похороны. Как была непосредственно организована встреча, вот эта 15-минутная, в которой, я подчеркиваю, Зеленский как рыба в воде. Вы же помните вот эти штуки, когда он летел в Америку, он там хотел с кем-то в Бразилии пересечься. Лула, давай, залетай, у меня тут будет 15 минут между рейсами, я в аэропорту жду тебя, кофейку хряпнем. Такая чисто кварталовская штука. То есть, смотри, у меня гастроли, у меня вот этот тур, вот этот город, вот этот, вот здесь я немножко задержусь, потому что надо ждать следующий самолет. Давай, подтягивайся, мы с тобой перетрем по поводу следующего концертного тура. То есть, он понимает, что вот так, вот он так работает. Это не признак большого бизнеса, это не признак каких-то понятий, это вот такой стиль жизни. Да, и вот, собственно, мы видим. Что видим? Мы видим, вот как это все происходило. А вот они идут, это внутри здания, это перед самой процедурой. И, внимание, Макрон, Трамп и Зеленский, они вместе. Люди, которые вокруг, ну, свита, хозяева, те, которые служат в этом храме, да, те, которые служат в этом доме папы, они вот быстренько поставили 3 стула. Вот они поставили, что-то там он говорит Макрону, тут Зеленский. Отсюда вот с этих кадров вот эти все фотографии, которые мы видим и которые сейчас активно постит Трамп. Сели, так сказать, сидим с бобром за столом вдвоем. Вот. И, собственно, вот так эта встреча и происходила. Да? То есть встретились, и вроде бы как хорошо, должны были встретиться еще. Второй раз не встретились еще. И что примечательно, вот после этой встречи у многих, ну, затаилась надежда, потому что вообще Украина запрашивала саммит после похорон, там, 4-сторонний, нужны были как бы встречи и с Мелани. С Мелани, кстати, уже встретился вот в эти минуты, мы в прямом эфире. Зеленский, та его так по-матерински обняла, прижала к груди. Также там Стармер, Макрон под зонтиком, как вроде в летнем кафе, они с ним посидели, о чем-то поговорили. В общем, вот эти судьбоносные встречи, их целая такая обойма, они прошли сегодня в Италии. Часть, ну не то что часть, а основная часть, конечно, в резиденции посла. Ну и вот таким вот образом, да, вот мы видим, как это все происходило. Что самое примечательное из всего этого было сказано? Что обсудил Зеленский с Трампом? Прямая речь самого Зеленского на прогулке уже со Стармером, уже после. Трамп уже уезжает, а они вот встречаются со Стармером около часа. 15 минут, час, вот они ходят, гуляют, как в фильмах про шпионов по парку. Значит, тут журналистка как бы случайно. Вообще там вот этот весь антураж, это мне вообще напоминает съемки какого-то фильма «Слуга народа», потому что с этим Стармером тоже есть видео, как они выходят такие на балкон и такие поворачиваются друг к другу и начинают что-то бурно обсуждать. И их как бы случайно снимают. Ну вот, и как бы случайно журналистка появилась на их пути, Стармера и Зеленского. Ну и, собственно, да, то есть спрашивает, а что ж вы там поговорили? У нас очень была продуктивная встреча. Очень продуктивная встреча, 15 минут. Конечно, он не рассказывает все, потому что это невозможно. Очень чувствительные темы они обсуждали. Но, конечно, о том, как достичь мира, а еще о том, какие были результативные встречи в Париже и Лондоне. И, внимание,
И, внимание, мы их будем, говорит, продолжать. Продолжать Париж и Лондон, который говорит нам ни о чем. Потому что там передали планы, с ними не согласились, подчеркали. Срыв Лондона и разворот Виткофа и Рубио все помнят. То есть мы будем вот так продолжать, вот в таком духе. Макрон вообще выходит после этого, говорит, что все, то есть мы там вот приверженцы, мы теперь все вместе. Ну, Макрон объединитель, да, вот этого всего. И действительно сейчас создается общая картина, что Трамп, Макрон и Стармер, Зеленский, они вот теперь заодно. Вот так теперь притяжение этих полюсов, противостояние, допустим, против злой России, вот так выглядит. На самом деле, абсолютно нет. Ибо Трамп, как говорят люди, ну, как бы разбирающиеся в американской, чисто американской политике, Трамп вообще не хочет ничего подобного, никаких дел таких вести с Макроном и Стармером. Имеется в виду не вообще никаких, а в отношении Украины. В чем причина? Макрон вообще там выборы задумал внеочередные, хочет провернуть финт, который он уже проводил. Рейтинги, поддержки у самого Трампа падают, но Макрон уже на излете, со Стармером вечная беда. Там вот сегодня эти пакистанцы и индийцы еле уняли, слушайте, в Лондоне, да, друг на друга, стенка на стенку, потому что большой конфликт, и, судя по всему, может, ну, уже там перестрелки, будет большая война, и там много проблем с мигрантами, с деньгами, с правительством, и там, судя по всему, Стармер будет не шибко долго. Ну, так кажется. И вот этот момент, что они почти полусбитые летчики, их надо менять, он особенно читается, и недовольство глобалистскими элитами Трампа читается вообще и в графике, потому что он ни с кем там особо не сидел, не встречался, да, так сильно долго. Вот эта встреча за 15 минут пролетела с Зеленским. Дальше Зеленский уже пошел встречаться, сейчас поговорим об этом. Отношения все-таки демонстрирует вот эта фотография. Это среди всех, среди прочих, в толпе, уже на улице, вдруг увидела Трампа Урсула фон дер Ляйен. Ее здесь не шибко видно, но она, если повернуть немножко ракурс этого снимка, она смотрит примерно такими же глазами на Трампа, как и Зеленский. То, что мы показали в начале. Но реальное отношение, смотритесь, пожалуйста, в Миланию. Вот оно, реальное отношение к европейским глобалистским элитам. Понятно, что много сегодня, ну, день сегодня такой, это прям очень важно разобрать. И здесь я не беру этот целый блок ритуальной части, кто как стоял, с кем вместе, вот эта первая линейка, да, из Телеграф сказали, что из-за Зеленского опять пришлось все менять. Аплодисменты на похоронах дело такое, но аплодировали. И Зеленский на видео проходил под аплодисменты, они тоже были. И в первом ряду стоял. То есть мы видим, что все равно Зеленский вот на виду. Он за этим сюда ехал. Но отношение вот оно какое. К Урсуле, к всем европейским элитам. Поэтому сказать, что Трамп на все согласен, сложно. Даже после там условно гневного вот этого поста на... ну, вот, на непосредственно после самой церемонии, я так понимаю, из самолета он там поругал немножечко, да, в сторону России. Потому что Макрон, Стармер и Зеленский как бы окучивали Трампа, мол, ну скажи что-то плохое против России. Ну давай, ну надо же что-то. И Трамп просто это принял как, ну, тоже такую стратегию. Из России мы услышали ответ, филигранный с точки зрения дипломатии. Это нужно понимать всю игру. То есть Трамп не хотел даже находиться с этими всеми глобалистами и с этой всей, давайте я подберу слово, шайкой. Он сел на самолет и полетел играть в гольф, у него выходные, у него там свои планы в Америке. Он побыл на церемонии, второй раз с Зеленским не о чем было говорить. Есть предположение, основанное на таких опять кулуарных историях, что речь идет о прямых переговорах. Песков сегодня подтвердил, что Россия готова
на переговоры с Украиной без каких-либо предварительных условий. В принципе, ничего нового не сказал, да, то есть переговоры прямые с Украиной без условий. Заявление Пескова. Переговоры прямые. Судя по всему, в эти 15 минут очень конструктивных разговоров, как говорит Зеленский, тоже поднимались. Поэтому, собственно, мы видим вот эти фотографии, да, когда они сидят на стульчиках, друг на друга смотрят. Трамп публикует одну фотографию, потом еще две фотографии из этого большого зала на этих двух стульчиках, публикует без подписи, пока это вот сейчас происходит, в эти минуты в прямом эфире, как судьбоносную встречу. Судьбоносность этой встречи может принести, это если аналитически посмотреть на происходящее, принести только два решения. Решение первое – это мир как таковой, то есть все, Зеленский на все согласен, да, то есть нормально. Или мы определили дату прямых переговоров. Москва не против, все окей. И вот тут уже начинаются очень интересные тонкости. А какие прямые? А насколько прямые? А США будут за столом или будут между, как бы из комнаты в комнату, как это красиво по-дипломатически, по-киссинджеровски выглядело? А что это будет? То есть нас готовят к какой-то вот такой точке. Я осмелюсь сделать такой прогноз. Вы помните, что, те, кто следил за шумом, что я вам сказал, что по моим, таким ощущениям, там, не то что инсайдерским, полуинсайдерским выводом, скорее всего, в районе 4 мая, то есть может раньше, день-два, может позже, просто не будут сильно стрелять. Огонь сойдет на нет, особенно никто вот это показное не будет делать о том, что я объявляю о том, что скорее всего этого не будет, просто огонь сойдет на нет и начнут говорить, потому что Трамп будет настаивать на прекращении обстрелов огня и вот этой всей войны во время переговоров. А переговоры вот они, похоже, начались. Похоже, Зеленскому дали гарантии, что успокойся, говорить с Путиным это не страшно, и так далее, и так далее. Однако здесь есть обратная сторона медали. Ясное дело, что Макрон, Стармер и Зеленский будут использовать сегодняшний день как полную победу, просто неимоверную дипломатическую своей коалиции, Антанта-2, и в этой победе купаться определенное время, я так понимаю, там, до следующего дня, когда Трамп опять проснется, и вот как вчера вечером он покусал Зеленского за сделку о недрах, да, прямо покусал. Давай, говорит, подписывай, что ты тянешь 3 недели. То есть такой же гневный пост, как сегодня в сторону России, чего это вы стреляете, а может вам санкции вторичные или что-то еще. То есть до этого момента. Сейчас вот и идет эта игра. Смотрите, я не беру сейчас во внимание, что там вторичные санкции, а что еще можно применить России. Да ничего нельзя применить России. В России идет совершенно другая история. Абсолютно другая. В России возвращается вообще Макдональдс. Так, на секундочку. Кроме там разных Зар, кроме разных еще брендов, других, там Икея было сообщение, там другие, там Луи Виттон тоже. Макдональдс, который сейчас как бы там вкусная точка, и все очень гордо в России говорят, слушайте, сдался нам этот Макдональдс. Точно такой же Макдональдс, только называется по-другому, а еще может и вкуснее. Потому что основано там на натуральном, на своем, хотя Макдональдс тоже на натуральном, на своем, хотя еда очень вредная и жуткая, никому не советую, но он возвращается. В декабре 2024 года была подана заявка, российские власти, Роспатент, или как там называется, да, надзор, да, говорит окей, и запустили процедуру его возвращения. Тренд идет абсолютно в противоположную сторону, если смотреть и считывать по бизнесу, но Зеленскому нужно этот тренд поломать. Важным в контексте глобалисты-республиканцы и почему, собственно, в том числе, возможно, быстренько слинял Трамп из-за брезгливости к этой публике, был еще и вот этот эпизод. Я, если честно, с точки зрения геополитики, там, американской политики, считал, что это будут разыгрывать как-то серьезнее. Байден был на встрече. Байден. И некоторые публикации говорили, ага, они будут в одном секторе, где-то там вместе, что же это будет? Все же помнят, да, как Трамп отзывался о Байдене.
Но Байден выступил таким божьим одуванчиком. Трамп постоянно вспоминает про Барака Обаму. Он, в принципе, одного цвета кожи с вот этими всеми, с кем он делал селфи. Извините, я это напомню еще раз. Это похороны, если что. Это похороны. Вообще, интересно, Байден понимал он на похоронах у Папы Римского? То есть вот он сам уже как бы, ну, по возрасту, да, но еще живчик, бодрячком. Вот видите, как улыбается на похоронах, делает селфи, фотографируется. В общем, публика знатная, как бы поляна не Трампа, он это понимает. Но на этой поляне он, да, вот таким вот образом выглядел. Очень интересно наблюдение еще одно, да, по поводу похороны и наши контакты. Пока там за столиком под зонтиком Макрон беседовал о чем-то с Зеленским, появилось вот это фото, где министр иностранных дел Украины с министром иностранных дел Франции. Я, вот при всем уважении, но а кто у кого должен просить, глядя на это фото? Вот этим фото, они как бы вот, ну, это отчетное фото, это очень фото, которое вызывает гордость, да, такое ощущение, что он его съест сейчас. Но вот они очень гордятся вот этим. И как-то вот француз, как-то ему даже неловко в такой конфигурации, да, вот там на полянке, на полях фотографироваться. Я напомню, что Украина просит поддержки, помощи, оружия, там вот этот бэкстоп, ПВО и всего остального. Ну вот так, по крайней мере, это выглядело. Вот такой просто очень интересный фотофакт. Да? По большому счету, настроение от похоронной процессии и сам факт того, что вот эта судьба Украины, сейчас же как подают нам это все, судьба Украины решается на вот этой, как бы на этом мероприятии, похороны Папы Римского. Ну вот папу закопали, теперь можно и все обсудить. Зеленский встречается с Урсулой. Поцелуй. Там многие шутят, Зеленский становится похож на Ильича. Ну тут как бы как засосет, тут ух. Ну тут скромно, но тем не менее поцелуи, все очень мило, смотрит на ручку. Зеленский и Урсула на похоронах. Смешно им. У них все хорошо. Они вот купаются в этом. Они вот они нащупали место, за которое Трампа можно каким-то вот образом взять и, ну, вот протянуть еще, продлить еще немножко сделать. Интересно, что вот это ведь не отменяет всего того, что было у Виткофа и Путина. Да, было несколько неуместно, потому что их встреча сопровождалась радушием, улыбками в момент там трагедии, которая в Балашихе случилась, когда взорвали генерала. Поговорим дальше, да, о том, кто это сделал. Но вообще не время и не место. Но у них всегда так. Они нащупали, как Трампа зацепить, и чтоб немножко вот его как-то вот подшатнуть в свою сторону. Но это очень преждевременная, туманная история. Почему? Потому что Виткоф еще не доехал до Трампа. Виткоф еще, собственно, с ним не общался после. Виткоф отправляется в Оман сразу после Москвы для того, чтобы для того, чтобы решить иранский вопрос. По поводу Ирана сразу отвлекусь и продолжим дальше. Вообще, конечно, тут нужно задуматься. Спецслужбам нужно задуматься, потому что за Виткофом идут провокации. Подрыв генерала — это однозначно специально под Виткофа история. То есть это прям видно, что чтобы все сорвать, испортить, подпортить в Москве. Но примерно то же самое делается и в отношении
других визитов. Вот Оман, Иран, там говорили, если договорились продолжать, то это означает, что сделка, все в принципе на мази, все идет в каком-то правильном направлении, да, что не будет большой войны. И тут в Иране взрывается цистерна с ракетным топливом. Дым жуткий. Эти кадры облетели всю планету. Там на самом деле гораздо больше их. И дым такой желтый, ядовитый. Многие потравились, есть пострадавшие. В порту. Что это было, никому не понятно. Диверсия или что. Но я это увязываю, понятно, с двумя вещами. Потому что на днях из Китая в порт прибыло это ракетное топливо. Его ввели, его отследили. Но что-то с ним случилось именно в момент вот этих переговоров. И вот соберет Витков московский и иранский кейс и поговорит с Трампом, и все еще раз может поменяться. И как тогда будут себя вести обрадовавшиеся гневному посту сегодняшнему после похорон вот эти люди, да? Они опять его будут хейтить. В общем, непонятно. Сегодня шум еще по одному поводу. Сегодня как бы в медиа ответ, и достаточно сильный с точки зрения российской аудитории. Сегодня состоялся отчет начальника Генштаба Герасимова Путину. И официально объявили о том, что Курская операция закончилась. Все вооруженные силы Украины выдавлены за пределы Российской Федерации, и да, начинается работа по зонам безопасности за счет уже Сумской области и украинских территорий. По крайней мере, так в этом отчете из этого свидетельствует. Там еще есть одна интересная деталь, которая, как интересная, она важная. Значит, заявлено было, что группировка ВСУ там 50-70 тысяч. Герасимов дал в отчете раненых, уничтоженных 76. С учетом того, что кто-то вышел по добру, по здорову, кому-то удалось выйти с Курской области, не все полегли, мы понимаем примерно теперь соотношение сил. Можем представить, если эти цифры сопоставить. Понятно, где-то преувеличили, приукрасили, но мы понимаем, насколько мощный кулак ВСУ задействовали там. Генштаб сегодня днем эту информацию опроверг, говорит, нет, это все фейк, это все ложь. Правда, чуть позже, уже после Генштаба, Deep State, есть такой ресурс, он обновил карты, и там правда, то есть фактически вот эта синенькая зона, она вот по самому краешку, и то там в 2-3 местах, в общем, да, то есть это состоялось. Но примечательно, что это же все происходит во время римских, итальянских вот этих встреч. Но что говорит Путин, объявляя об этом? Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта. То есть вот эта история с освобождением Курской области создает, возможности давить и идти вперед дальше. Разгром неонацистского режима. И полностью, в общем, разгром режима. Действительно, с точки зрения политтехнологии, это такая, то есть штука на внутреннюю публику, что вот все отчитались, смотрите, это действительно победа. Вчера, когда Витков был у Путина, это все увязали к 80-летию встречи на Эльбе, достаточно дружественно по отношению к США. Я думаю, что эти сигналы американцы четко считали. Сейчас, во время, казалось бы, такой победы, а Зеленский празднует победу сегодня, чтобы вы понимали, на Банковой, наверное, пир. Смотрите, как хорошо. За 15 минут на 2 стульчиках он прям вообще развернул Америку. Вот так это все преподносится сейчас в проукраинских медиа. И они считают, что они победили. Но Путин четко, грамотно дает вот эту победу военную и дает такой посыл на будущее, что останавливаться не будут. Наоборот, пойдут дальше на других направлениях и участках. Это сразу отметает и бросает в топку, как я вам и говорил, вот эти вброшенные планы. Вчера говорил, сначала Reuters общие, потом украинские планы просто в топку. То есть вот это все мы передадим ЗАЭС, мы отдадим Каховскую ГЭС, которая не существует в Украине. То есть в топку, оставляя только какие-то такие очень важные вещи.
То есть, по идее, после этого заявления Путина, вот тот вчерашний вариант, он такой альтернативный вариант Reuters о том, что никто ничего не отдавать не будет, а даже наоборот, в течение 20 лет или там скольких-то лет, да, будут требовать выхода вооруженных сил Украины из территории Запорожской и Херсонской области, вот это скорее, судя по тональности этого заявления Путина, вот это скорее вариант, который пытаются согласовать. В гневном посте, о котором я вам говорил, значит, там вообще путаница произошла, потому что сразу понесли, что Трамп вообще не имел в виду, что нужно уходить откуда-то из Донецкой, Запорожской, Херсонской. Смотрите, Трамп прозрел. Хотя он опять это все приводил в контексте том, что это Обама. Обама нехороший человек, и это все при нем, а он вообще первый дал Джевелины, ну и так далее. То есть опять трудности перевода нашу как бы сферу информационную затронули, и, скорее всего, это писалось где-то на нерве, понимание того, что, внимание, Трампа использовали на похоронах у Папы Римского, глобалисты, вот такая вот сумятица. И дальше вот эти все сейчас публикации, да, вот о том, что, ну, вот эти фоточки, где там со спины, где-то там издалека, вот смотрите, мы поговорили с Зеленским. Дальше Трамп будет говорить, что у нас все хорошо, и мы там ждем от чего-то от России, как вот Макрон говорит, да, от России ждем теперь чего-то. Ну вот получили от России, готовы к переговорам. Важно, что к переговорам прямым готовы. И так говорит Россия, потому что это ловушка для Украины. Иначе, если Украина тоже говорит, что мы готовы, но это будет без прекращения огня, всецелого и всеобъемлющего, но это будет выглядеть, что Зеленского прогнули. А Зеленский хочет, чтобы это он гнул Россию. То есть, вот смотрите, я предложил, весь мир сплотился, и Россия прекратила огонь. Вот как раз этого прекращения огня не будет, а переговоры будут. Переговоры будут тяжелые, несколько дней, судя по всему, да, там несколько раундов, и война на фронте будет утихать. Это единственный компромиссный сценарий, чтобы условно удовлетворить одну и другую сторону. Но опять-таки, если договорятся, смотря что будет на столе, на этом переговорном, потому что останавливаться, чтобы потом возобновлять это все, ну, достаточно не очень красивая история, прежде всего там, для Кремля, да и для Украины тоже. Процесс затягивания войны оседлал Зеленский после похорон Папы Римского, это нужно признать. Трамп, ну не то чтобы там немножко поплыл, но да, у него есть основания для того, чтобы так себя вести, потому что он нацелен на конечный результат. Но мой прогноз все-таки будет где-то в начале мая, вот какой-то выход на что-то, потому что туда позже, туда дальше, встреча Трампа и Путина должна состояться, как бы ставя точку во всем происходящем. По поводу доклада об освобождении российской армии Курской области выступил еще Герасимов. Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской Народной Армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм. Ну и тут началось. А что это вдруг? Выходит Захарова, говорит: братья наши северокорейские, какие вы молодцы. Это очень серьезный геополитический удар по системе международных отношений, правил, в пику, резко, больно, ну вот так вот, очень близкий удар. На вот этой карте хотел делать политику Зеленский. Вы помните, этих там 2 корейцев поймали, их фотографировали с разных сторон в камере, показывали: вот они, это корейцы, весь мир. Мы воюем против 2 ядерных государств. Да что там, 3 ядерных государств, говорили на Банковой. И Иран, и Северная Корея, ну понятное дело Россия, а вот у них союз, у них блок.
Зачем это политически? Ну, во-первых, понятно, по-военному это очень правильно с точки зрения, вот, то есть северокорейцы сейчас удовлетворены. То есть союзом это все понятно. Будет продолжаться сотрудничество, будут продолжаться ну, в военной сфере вот эти дальнейшие, да, шаги. Потому что понятно, что северокорейцы присутствовали, там вторая линия, третья линия, передовая, когда как, они набирались опыта. Вопрос только, а зачем они набирались опыта? Наверное, это заявление прямое, четкое, более того, с благодарностью и заявлением о том, что северокорейцы вообще там киборги, красавчики, они классно воюют. Это заявление в мир. Это заявление как раз-таки вот на другой фланг вот этих глобалистов. Япония, там вот эти вещи там с Филиппинами. То есть сейчас все перебрасывается туда. И, судя по всему, здесь будет заканчиваться, а там обостряться. Ровно за этим британцы сейчас подожгли индопакистанскую историю, чтобы каким-то образом оттянуть абсолютно, внимание, выигрышный для России и Китая, ну теперь Северной Кореи, хотя там одно и то же, Китай, Северная Корея, то есть для Иран, чтобы оттянуть абсолютно выигрышную историю в Тихом океане для этой коалиции против неокрепшей, пока слабой, которая так сложно выглядит с точки зрения игры мускулами. Я не говорю о прямых военных действиях, поймите правильно, о каких-то стычках, прям атаках. Я имею в виду о конфликтном положении, да, двух сторон условной вот этой коалиции и прозападной, глобалистской с Америкой, которая вынуждена будет перебрасывать туда все свои ресурсы. Это для этого сделано. Показать, что КНДР это не просто субъект, а военный субъект. Параллельным ходом обтек и немножко умылся Зеленский, потому что он пытался на этом сыграть, но было не время и всем было не до того. И корейцы как бы по сути ничего не нарушали, но их преподнесли россияне в каких-то долгоиграющих целях именно вот там, на Дальнем Востоке. Так что игра закручивается нешуточная. И вот эти союзные отношения, они еще аукнутся и еще вспомнят о них в противостоянии на Дальнем Востоке. Но это вот такое мое мнение. По поводу подрыва террористического в Балашихе генерала Москалика. Значит, интересно достаточно, и что очень важно, быстрая поимка от спецслужб Российской Федерации. Нам еще вчера говорили, что этот подрыв совершил украинец, и он улетел в Турцию. А теперь он уже суток не прошло после совершения этого теракта, а вот он уже задержан. В общем, его ведут и, собственно, так сказать, отправляют где-то в лесу, наверное, трасса, где-то там у аэропорта, что-то где-то, потому что есть предположение, что его очень быстро турки выдали. Нашли и отдали россиянам. Я Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения. Ну вот он рассказывает, собственно, что вообще к чему. Говорит, 83-й год рождения я. Был завербован украинскими спецслужбами куратором Вадимом в Киевской области. В 2023 году, в апреле месяце. То есть в апреле какой-то куратор Вадим его завербовал в Киевской области, вот этого Игната. В 2023 году, в сентябре, по его указаниям, я уехал в Москву. В ноябре 2024 года я заселился по его указанию. Значит, уехал осенью, да? В ноябре там поселился. Которую оплачивал непосредственно он. Вадим, какой-то куратор, в Киевской области, которого завербовал, оплачивал в Москве. Ну, слушайте, интересно. В 2025 году, в феврале,
Я купил автомобиль Volkswagen Универсал. Также по его указаниям и по его координатам в конце февраля 2025 года по его координатам я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую я установил на заднюю ляду автомобиля. Взрыв. Ну, в общем, понятно. То есть дает показания, рассказывает, как все это было. Украинец в 23 году завербованный, отправленный в Москву. Вообще, вот эта история на самом деле очень важна с точки зрения отношения к украинцам, которые возвращаются через Российскую Федерацию, через Москву. Кто-то к себе домой, кто-то там остается на территории России, кто-то еще. Потому что, опять-таки, да, то есть тайники какие-то на территории Москвы, их находят. Такие вот люди завербованные, да, совершают вот эти вещи. Поэтому значит, что несмотря на, а рассказывают, я не знаю, эту проверку в Шереметьево такую тотальную и жуткую, вот все-таки получается у завербованных вот так себя вести. Методы, конечно, ужасные, методы действительно, скажем, такие не военные, а такие подрывные, террористические. Но почему я упомянул вот на Шереметьево эту всю историю? Потому что с целой серией подобных преступлений, подобных ликвидаций, да, растет, негодование, еще большее обострение. То есть внутри страны становится куда тяжелее. Люди, которые переселенцы, которые или оккупированная территория, или жилье которых непригодно и там вообще нельзя там жить, прифронтовая зона под контролем Украины, они едут дальше. Они не находят себя, пытаются ехать в Европу. Не все в Европе себе находят, но они едут, понятное дело, к знакомым, родным, друзьям или к себе домой, в свои квартиры, но вот уже на территории неподконтрольной Киеву. И это их еще больше отсеивает, и это их еще больше, делает гонимыми, да, то есть еще больше, еще пристальнее за ними начинают наблюдать. И с точки зрения гуманитарной, в большом пределе это плохо. Но по-другому, как отвечать, например, системе российской, чем фильтровать и прям, когда были там случаи, что бабушек там, которая там чего-то где-то когда-то в каком-то году какой-то пост лайкнула, не пускать и так далее, по-другому не может. Выход из вот этой всей истории – это, конечно, остановка войны и четкие взятые на себя обязательства. Но в самом начале мы говорили, что четких обязательств нет. Вот нет. В переговоры входить без четких обязательств не получится. Соответственно, войну останавливать тоже не получается. Но Трамп давит, продавливает и хочет. Значит, нужно сделать имитацию некую. И она будет сделана. Но вот этот процесс гуманитарный, когда люди едут условно из чужбины к себе домой, потому что их выгнала война, а теперь они лесом, полем через самолеты и Шереметьево, неимоверно тяжело ведь добираться до Донбасса, то есть там плохо добираться, то есть не так, чтобы сильно комфортно. Все равно есть проблемы логистические, не так все просто. Их нужно преодолеть. И вот тут возникает главный момент. Смогут ли они это сделать? Или они уже так оторваны ломоть и никогда уже не вернутся? Вот о чем нам говорят вот эти действия. Это такая побочный эффект. То есть, подорвав какого-то генерала в тылу, мы понимаем, что это коснется гораздо большего круга лиц, которые не смогут там теперь приехать из Европы или там из той же Украины, да, не смогут теперь приехать к себе домой. Это очень страшные вещи, которые за эти годы только усугубятся. И вот это нужно понимать.
в этой истории. Ну, давайте, что мы о грустном, давайте вот все-таки про победы. Вот я считаю, что все-таки это вот настоящая победа. Причем я искал первоисточник, его быстренько удалили, этот пост, но там в «Зеркало недели», в таких каких-то больших изданиях, у Костя Бондаренко, в общем, это есть. Оказывается, Колобок – это украинец. Россияне продолжают присваивать украинского Колобка. Российские медиа презентовали пластилиновый мультфильм «Колобок» по мотивам известной сказки. Как и принято у россиян, они называют, в общем, Колобка своим, а не украденным. Фестиваль организовали Ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом в Рабате. В общем, и тут идет разоблачение. Ни ассоциация, ни дом до сих пор не знают, что Колобок – это украинская сказка. Поэтому у нас миссия. Знаете, я вот честно, я думаю, что это их взломали. Служба внешней разведки пишет. У нас есть миссия опять сакцентировать, что Колобок не может быть российской сказкой, потому что слово «коло» круглый, это фонетически происходит от украинского. В русском такого нет. Короче, то есть это прям какой-то анекдот сегодняшнего дня. Колобок. Такие сразу начали шутить, ну давайте менять Колобок на Крым. Я, правда, искренне вот всем сердцем, что служба внешней разведки или там кто-то из админов там перепутал там ЦПД и внешнюю разведку. Марокко, Колобок сняли мультфильм, но Колобок наш. Давайте менять Крым на Колобка, то есть, понимаете, от бабушки ушел, от дедушки ушел, конечно, наш, украинский Колобок. Но эта информация сегодня с утра, она прошла и действительно заслуживает вашего шума. Поменяли ли бы вы там Колобок на Крым и вообще борщ чей? Откуда это все? Тем более служба внешней разведки. Фонетически там неправильно написано, поэтому, видимо, какая-то все-таки манипуляция где-то была или какая-то такая дурная ошибка, хотели не там написать. Но это сегодня прошло по средствам массовой информации, как говорится, скрины не горят у этих с галочкой пабликов. Тем более, что сегодня еще была очень серьезная хакерская атака, полдня не могли справиться с облачным сервисом, не открывалась DIA, не работали терминалы, ну вроде потом к концу дня наладили. Хакерская атака, понятно, да, то есть это действительно такая сложная была история. Что же касается вообще ситуации, в которой мы живем, ну если Колобок наш, то получается, должен по идее русский язык быть наш, а вот и нет. Нашумевшая история. В общем, вчера я хотел показать этот фрагмент, не стал его показывать, потому что все-таки, ну вот, это вот касается этого парня. Выкидывай себе. Значит, женщина, этот паренек с мобильным телефоном слушал под ее окнами русский трек какой-то. Понимаєш, я знайду твоїх батьків. Я знайду. І в школу піду. І заяву в поліцію напишу. За що? За те, що я слушаю русський контент? За те, що я тебе попросила відійти від моїх вікон з російським контентом, і ти назвав мене єбанути. А я назвав так, тому що зі мною розмовляти там не треба було. Да ти що, серйозно? Я тебе попросила, як людину. Тому, а чого ти з цих батьків сюди позвати? А ну розказуй мені. Несу. А що таке? А во-вторых, если они сюда придут, то это вам. Серйозно? А ну давай. А ну зови. Ну, я дальше не хочу это показывать, это достаточно длинное видео. Значит, почему сейчас это в шум попало? Ну, жуткая история. Ну, какая-то повернутая женщина, видимо, с личной травмой, болью какими-то, да, и вот пацан, кстати, держался достаточно уверенно с ней в этом споре, такое хладнокровие проявил такое,
неимоверная, хотя та на него реально накатывала. Статья. Административка. Сегодня полиция отчиталась, что пришли к матери этого 12-летнего парня. В общем, там как-то называется формулировка, не хочу рыться. Неправильно воспитывают. Неправильно воспитывают пацана, и поэтому административка, все дела. Но никто не предположил, подождите, а может надо вот эту тетеньку, которая так себя ведет с 12-летним парнем, может ее надо привлечь за буллинг, за вот эту травлю, за, то есть, наезд. Вообще даже, я просто, это потому что я там медийщик, на телевидении работал, на телефон снимать нельзя. Нельзя. Статья. Точно так же штраф, то есть могут прийти полицейские, начать разбираться, если ты там чужого снимаешь, то подожди, куда, откуда? Это только с разрешения родителей и все. А такая еще история. Вообще, конечно, страшно. Вы представляете? Я даже вот представляю вот этот механизм, как это видео попало. Вообще, как оно попало? Это наверняка, да, есть какие-то группы дворов, домов, ЖЭКов. И вот там вот, наверное, она это одурманенная своим каким-то порывом идиотизма и гнева, эта женщина сбросила это видео туда, там же нашли люди, которые там сбросили какие-то паблики. Короче, это разлетелось по всему миру теперь, там русскоязычному, украинскоязычному, те, которые понимают, и вот все теперь оценивают. Но она-то это делала с тем, что вот смотрите, каких мы тут воспитываем. Короче, прослушивание музыки. Там недавно комитет парламента занимался этим вопросом. В общем, хочешь слушать русские треки только в наушниках, тихонько, чтобы никто не слышал. И никто, не дай бог, потому что придут полицейские, в любом случае что-то в любом случае оформят. Это вот про свободу, демократию, равенство, хартию языков. Это вот все об этом, про европейский выбор. Конечно, паренька жаль, да, но он на этом видео, он держался. Я не знаю, то есть я против того, когда малолетки матерятся. Я вообще против, когда там сильно матерятся. Не очень мне нравится. Но ставьте лайк, если 12-летний парень прав по поводу этой дамы и чем вообще все закончилось, каким кошмаром. Предлагаю пошуметь еще и про старого доброго завсегдатая подобных историй. Это непосредственно он, великий и могучий Корчинский. Говорит все, всех на войну. Перемоги потрібна тотальна мобілізація країни, повне переведення її на військові рейки. Це Полная мобилизация, полностью военная рельса. багатьом не подобається, але плівать на тих, кому не подобається. Всі країни в подібних умовах вдавалися до тотальної мобілізації. Це насильницька мобілізація була. За невиконання наказів, за зрив мобілізації, за небажання йти на фронт або до Збройних сил потрібно репресувати людей. Репрессии нужны. Смотрите, там понятно, что я русский и украинский знаю в совершенстве. То есть, но он там не сказал там покарание, то есть, наказание или там что-то еще, там законное наказание. Репрессировать надо, мать его. Репрессировать. Жорстокішим чином. Слабкість суспільства і слабкість державного керівництва призводить до проблем на фронті і до зайвих втрат. З нашого боку, ця слабкість має бути подолана і нам потрібна потужна репресивна система, і нам потрібно забути про будь-які громадянські свободи і подібну хіню, а все має бути покладено на вівтар перемоги. Вот так вот. Я вообще, если честно, не знаю, для кого он это говорит, потому что, судя по всему, все и так положено на алтарь Великой Победы. Целый блок сегодня вышел таких умопомрачительных видео с этой силовой мобилизацией. Какой-то просто кошмар. То есть всех, в общем, надо репрессировать. А как это репрессировать? Я, например, слово репрессии, да, помню из учебника по истории, он еще был такой нормальный в мои годы, да, там по 37-й год, да, надо репрессировать.
Ну вот и, собственно, репрессируют. Вот они все эти репрессированные в одесском приемнике ТЦК сегодня. Появилось это видео, там вчера появлялось, сегодня. Это вот эти дни. Да? Смотрите, яблоку негде упасть. Очень много, все, почти каждая койка занята, если не занята, постелена. Вот они сидят на лавочках, чтобы не лежать. У всех вид, как вы видите, такой боевой. Все, наверное, думают, как они сейчас научатся точно поражать цели. Все думают, как они вот сейчас научатся быть настоящими воинами. Особенно вот этот заснувший, лежащий на спине на фоне побитого плесенью угла. Да, вот там такая у него козырная местина в этом приемнике ТЦК. Эти люди, ну, вообще фон картинки этой такой достаточно обреченный. Так это уже репрессии, вот они и есть. Некоторые, правда, не хотят быть репрессированными, некоторые, да, скрываются, как вот сегодня. Это вот Харьков. Бежали, тут прыгнул в воду. Ну, не шибко холодно. Не захотел быть репрессированным. Приемник не захотел, лучше он поплавает немножко в водичке. Ну, эти же не хотят, да? А он поплавает. Точно так же сегодня тоже распространяли видео, как, ну, не стану пока, там очень много просто матов. Едет тракторист по полю и снимает видео. Трехэтажный мат тракториста, как за другим трактором по пашне. То есть они перепахали поле, и за ним едет полицейская машина с вот этими гавриками, да? Прям едет за ним, а тут от них удирает. А они едут по пашне. Тут этот Prius, Toyota Prius, машина полицейская, она там буксует чего-то. Тут говорит, давай, Серега, давай, тут на тракторе. Ну, во время работы это все. Да, вот от них удирает. Это такой маразм просто. Чтоб вы понимали. Абсолютно как бы информация из первого источника. Это что это за, ну, на таких тракторах, на такой технике, что это за фермы? Это небольшие, в основном хозяйства, ну, там достаточно зажиточные вот эти паны, которые, да, скупили, ну, или взяли в аренду паи, купили технику и к ним приходят на работу. Они имеют право давать бронь. Но прошлая итерация, как бы все было плюс-минус, но а в эту дали единицам. Только это если очень такой тракторист и механик, который реально может там совладать со всем парком, и он там починит, все обслужит, и сам выйдет, и кукурузы наломает и так далее. То есть такие универсальные бойцы им дают и приближенным по селу. То есть вот они ходят с бронью, те, которые там от пана, от фермера, который владеет, ну, вот этими всеми угодьями. Ну, прям 17 век, ей-богу. Ивано-Франковск. А это уже немножко из Тарантино, из каких-то там, бандитских каких-то не таких веселых фильмов, таких боевиков. Хлопці! Відпустили його! Відпустіть! Ми дзвонимо в поліцію! Відійдіть! Значит, смотрите, то есть какая-то непонятная машина, да, какие-то непонятные быки крутят парня, который живет, я так понимаю, в этом дворе, в Ивано-Франковске. Відійдіть від нього! Відійдіть від нього! Ну, тот вцепился как мог в раскорячку, то есть не дает засунуть себя в салон автомобиля. Відійдіть! Відійдіть! Тут жінки! Відійдіть! Ми викликаємо поліцію! Викликайте! Прямий ефір! Значит, они кричат, значит, видите, один из них в маске, женщины кричат, это прямой эфир, ну, как-то вышли в свои соцсети, выложили это все как бы в стримах, в прямом эфире. И вот тут дальше интересное происходит. Видите, он натянул балаклаву, маску, один из тех, который там, ну, их вообще трое, там, или четверо. Ми в прямому ефірі! Парню удается из-за женщин как бы ретироваться, но тут очень интересный фрагмент. Лишіть хлопців! И тут звучит, вот там из-за машины, убери телефон. Это очень важный момент, потому что дальше вообще непонятно, что они делают, да, и я, если честно, пересматривал, думаю, подожди, ну что значит, да? Вот они позакрывали, водителя нет, женщина заглядывает, вообще кто вы такие, что это, что происходит? Выходит этот из салона, закрывает дверь, тонированное все,
залазит вниз, тот из пассажирского сидения перелазит вот сюда, чтобы его не было видно, заводит машину. Машина на словацких номерах, Жах. по-моему. Ну, вот они, словацкие номера. Жах. И вот начинают Собирайте как бы, трасс- да, А там ехать, что, такие машины? ехать дальше. Они боятся, что их фейсы срисуют. У этого, который водитель за баранкой, крепче за шоферку держись, баран, у него нет там чем прикрыться. Поэтому он боится попасть на камеры. То есть они понимают, что это там помощники вот этих ТЦКшников, или там ТЦКшники на выходном, или вот эти вот товарищи, которые такие дебелые, классные ребята, взяли машину на словацких номерах и вот занимаются похищением людей. Іди сюди, тікай сюди, там є вихід. Куди? Там наліво. Ну, паренек пробежал, понятно, ему женщины подсказали, беги туда, потому что там есть. Они думали, что они за ним гонятся. Ну, может, попытка такая была, там просто негде развернуться, и, судя по всему, он сдал назад. неадекватні. Конечно, неадекватный. Он сдал назад и потом дальше уехал. Вот единичные случаи, о которых говорит Зеленский. Непонятно кто, непонятно куда, набивают вот эти приемники, а они вот там вот лежат, отдыхают. Вот такая война. Вот так это все происходит. А вообще у нас 600-800 добровольцев тысяч. 600-800 тысяч добровольцев сами пошли родину защищать. Вот так нам сказал президент Шапира, да, в интервью, Бену Шапира. Вообще это все похоже на сегодняшний случай. У берегов Йемена перевернулось судно, которое шло из Сомали. Перевернулось, и вот люди на лодках пытаются спасти животных, чтобы те не утонули. Аллегория такая неприятная. Ну, видите, как кого-то спасут, кого-то не спасут, пытаются вытащить. Вот это получается женщины наши, да, как пытаются вот дать какую-то возможность выжить. А вообще, конечно, много тонн в этих приемниках ТЦК и в этой войне. Но мало кто, абсолютно мало кто разделяет мысли, что вот эта возня на похоронах у Папы Римского, хотя день на самом деле должен быть достаточно, ну, такой, день должен быть достаточно вдумчивый, такой важный, понимаете, то есть, а у нас вот так это все воспринимается, как политические игрища по затягиванию войны. И, судя по всему, что-то таки Трампу да удалось. И, ну, посмотрим, насколько это все возможно. Ну, тут из последних новостей, значит, перед тем, как давайте возвращаться в чат трансляции, вот то, что вот прямо, то, что прямо сейчас, то, что вот сейчас прям известно и, да, вот хочется об этом упомянуть, иначе шум будет неполный, об этом тоже, собственно, надо шуметь. Ну, как бы, да, тут у нас Кулеба вышел и говорит о том, что мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Ну, он теперь заделался таким классным экспертом и раздает интервью направо-налево. Но тут из того, что нужно сказать, что, в общем, с разных ракурсов публикует Белый дом вот эту всю историю с Трампом. И Линдси Грэм, да, Линдси Грэм, он похвалил Дональда Трампа. Куда бы он делся, этот Линдси Грэм, без похвалы Дональда Трампа, вообще непонятно. И от этого еще больше грустно. И, в общем, судя по всему, Линдси Грэм, он такой парень, он в игре. Да, вот это сообщение, что сенатор Линдси Грэм похвалил Трампа за честные и справедливые усилия по урегулированию украинского конфликта. Очень признателен
В общем, варварское вторжение Путина, честный и справедливый путь выбрал. Что касается дополнительных санкций против путинской России, у меня есть двухпартийный законопроект 60 соавторами, который ведет дополнительные тарифы на любой страны, покупающей нефть, газ, уран и другую продукцию из России. Ну, только если американцы сами не будут покупать уран, наверное. Сенат готов двигаться в этом направлении, сделает подавляющим большинством голосом, если Россия не примет почетный и справедливый и прочный мир. Пишет вот он у себя в соцсети. Поэтому, ну, вот скажем так, вот такая вот история. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что поставили лайк, всем большое спасибо за то, что вышли в этот такой достаточно хороший и такой мощный день, очень эмоциональный и мощный день, в этот прямой эфир. Вы ходите и на общение тоже, мне это отрадно и замечательно. Переходим в чат трансляции и подводим итоги нашего опроса. Итак, как вы думаете, кто Трампа больше водит за нос? Варианты ответов. И итоги. 12 тысяч голосов мы получили. 7% Путин, 29% Зеленский, 15% Макрон и Стармер и 50% у него у самого 7 пятниц на неделю. Что, безусловно, вот я вот хочу сказать, что это безусловно соответствует, наверное, реалиям, как это принято говорить, реалиям на земле. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Как всегда, чаще шум, да, ну вот давайте, не все, понятное дело, войдут, но тем не менее. Поехали, давайте начнем непосредственно с вопросов из сообщества YouTube и по оставленной ссылке. Петр Скоморохов: с Зеленским Трамп после вступления в должность встречается который раз, с Путиным ни разу. О чем это говорит? Ведь это говорит и громко говорит, где найти переводчика. Петр, перевод простой. Зеленского как бы прогибают. Я не сказал в самом начале, и считаю, что не сказав это даже вот в конце, санкции подписаны. 2 списка, чуть побольше, чуть поменьше, лежат в Америке против окружения Зеленского. Лежат. Мне уже даже журналисты британские, реальные журналисты, сбрасывают информацию о счетах Ермака, понимаете? Я не публикую не потому, что там я там чего-то, ну, я просто не могу на них сослаться, да, и у меня нет там 2-го и 3-го источника информации, чтобы реально проверить. Все заряжено. Они все вот ждут. Вот эта история с Трампом, там, того укушу, того, на того гаркну, да, это там тому пригрожу. Грэма выпустили, это же тоже не просто так. Сейчас Грэма выпустили как бы вот в сторону России. Но сейчас немножко провернется, выпустят в сторону Зеленского. И тогда вообще будет весело. Но санкции уже лежат и подписаны и готовы. Это будет очень болезненный удар. Их просто не вводят в силу. Почему-то. Потому что на что-то надеются. Но сделка, как говорится, и ныне там. Вроде как должны подписать, но что-то не подписывают. Ирина Островская. Вопрос: где же пятничный спивак? В творческом отпуске, на паузе. Он улетел, но обещал вернуться. Здравствуйте, Александр. Когда Трамп говорит, что выйдет из сделки, мне одному кажется, что это он никогда не сделает. Зачем лишать себя рычагов давления на Европу и Россию? Трамп будет давить на Россию, пока она не согласится стать антикитаем, как минимум нейтральной. И да, и нет, уважаемый пользователь. И да, и нет. Я думаю, что первым надо разбираться с Европой. Вот это все, что мы сегодня видели, это называется отношения американцев и европейцев. Вот такие, какие мы видели. Вот такое отношение. Поэтому тут нужно выстроить политику в Европе. Нужно их там поменять, вот эту Урсулочку, вот это все. Они там договорились встретиться когда-нибудь. Урсула, вы видите, она за бортом. Ну, хоть Зеленский ее поцелует и посмеется на похоронах. Значит, добрый вечер, Александр. Что вы думаете об террористических актах России против высокопоставленных персон в преддверии непрерывно ведущихся переговоров? Как вы думаете, результат работы ГУР или вмешательство третьей стороны, чтобы сорвать переговоры? Ну, опять-таки, я считаю, что нет уже вот там третьей стороны в чистом виде. Вот есть 2 стороны, они ведут переговоры.
Третья сторона — это Украина и третья сторона. Ну, то есть, вот нет вот такого, что это там третья сила. То есть, можно сказать, что третья сила спровоцировала террористическое нападение на туристов между Индией и Пакистаном. И сейчас там вот эта вот возня, которая рискует перерасти в очень большую беду и трагедию. Там воду перекрыли, сейчас там ядерные боеголовки начищают. Но это же ну, это опасно. Там, можно сказать, третья сторона спровоцировала. Здесь четкая работа на срыв переговоров. Срыв. Потому что все пошло по руслу там, российскому. Российско-американскому, у них взаимопонимание, Витков улыбается, все там они согласовывают. Я же буквально вот недавно показывал, как к Украине относятся. О, этот Витков, ему начухали. Сейчас радости в ОПшных пабликах какие? Только те, что вот смотрите, видите, нет вокруг никого Трампа, никаких советников, никаких Венсов, никого, ничего. Вот 15 минут сел Зеленский, на двух стульчиках поговорил, и все, гляньте, другой человек. Санкции хочет вторичные вводить против России. Поэтому тут уже все понятно. Мы приходим к такой черте, когда все понятно, кто за кого и с кем. Но тут вопрос, надо же урезонить Европу. А Трамп это сделает хитрее. Вот мне почему-то кажется хитрее, потому что все думают, что он просто в лоб, да, но он это сделает интереснее, для самой Европы хуже, им будет не до Украины, да, и Европа пожертвует Украиной, ну, вот этой поддержкой в угоду чего-то еще. Мне так кажется. Значит, здравствуйте, Александр. Вчера благодарил за деятельность, оставлял жизненный вопрос, вы его пропустили. Тогда задам провокационный. Как давно знакомы с Дианой Панченко? Сильно она изменилась, на взгляд, со времен нашей 112. Я не знаю, работала она на нашей, на 112 она не работала. Мы познакомились на News One. Нет, не изменилась. Вообще не изменилась. Это, может, конечно, неправильно с точки зрения... Но опять-таки, я с ней знаком как с профессионалом, как с человеком, который занимается профессиональной деятельностью, своей деятельностью. В этом плане не изменилось. В общечеловеческих не могу оценить, ну, потому что не так мы там близко, мы не дружили, то есть там что, дружба такая была, в гости ходили там чего-то, где-то пересекались, здоровались там, да, как коллеги, парой слов там в гримерках перебрасывались, чего-то обсуждали, где-то как. Поэтому как человек я не могу оценить. Может быть, это как-то, если вы следите за ней, вот прям плотно следите, может, это действительно где-то что-то читается. С точки зрения профессионализма или там работы, нет, не изменилось. Добрый вечер, Александр. Трамп сказал, что отдал Крым бы России Обама в 2014 году. Как это понимать? Трамп считает, что Крым был американским, если его отдал президент Америки. Спасибо, Дмитрий. Это понимать так, что Майдан был американским. Вот так это надо понимать. Вот и все. Поэтому власти могли тогда себе позволить вот этой, да, новой с ИО президента Турчиновым, так сказать. Вот и все. Значит, тын-тын-тын. Так, значит, Лариса. Точено, спасибо за шум. Интересно слушать не только в диалоге с гостями. Итак, монология подытожить сегодняшний день. Трамп дожмет Зеленского или нет? Смотрю, со Стармером ходил, о чем-то говорил. Видно, что уже ничего не решает. Или нет, как вам кажется? К 9 мая что-то будет ясно или раньше? Шансов нет. Смотрите, шансы есть. Все выйдет на это русло примерно к началу мая. Трамп дожмет Зеленского. Ну, там просто проблема, надо дожать Европу. Вы видите, как говорит Зеленский? Да? Видите, как говорит Зеленский? Мы готовы продолжать. То есть вот это Парижи, Лондоны сорванные, готовы так продолжать. Но оно понятно. Нужен вот такой Минск-3. Вот тут идет война, перестрелки, бить нельзя, все как бы живут нормальной жизнью, вот там на фронте воюют, всегда угроза опасности, мобилизации, всего остального, все в ежовых рукавицах, всем закрыть рот, телемарафон, кто не нравится, под лавку, потому что война, ну а дальше там как-то, там
Менеджеры крутятся 5-6, лаве мутится. И вот так вот сейчас надо выйти на этот путь. Концептуально Трамп другого мнения, надо решить и закончить. Россия тоже другого мнения, надо решить и закончить, тогда мы заканчиваем. То есть сказать, что там будем тянуть, будем еще... Да, Путин сегодня грозно сделал заявление, что вот смотрите, будем дальше. Это немножко о другом. Здесь нужно было оттенить, потому что то, что сейчас произошло на похоронах у Папы Римского, выглядело как вот некая геополитическая победа. Ну, Путин показал другую карту. Смотрите, у меня другая масть, вот такая. И вот такая победа. Но это победа, это все ситуативная история. Я вот уверен в этом. И даже сам факт, что это произошло на похоронах, ничему хорошему не приведет. Значит, Александр, здравствуйте. Скажите, можно ли сказать, что фраер сдал назад? Удалось переманить Трампа? Не удалось, мне кажется, переманить. Эти санкции, еще вспомните о них. Мне кажется, там одни прогнозируют чуть ли не с понедельника, но там посмотрим, насколько будут сговорчивые. Значит, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, Наталья Яковлева. Вопрос наблюдения. Обратили внимание на цвет костюма Трампа? Синий. А синий цвет, как известно, символизирует мир. Ну да, еще немножко демократическую партию. Это так, чтобы Байдена позлить. Но он все равно ничего не понял, этот Байден. Ходит, пофотографировался. Вот так. Александр, вы скучаете за аналитикой Вегеринского? Мне казалось, что Андрей был вашей любимой пиньятой. Нет, ну что вы, о чем вы? О какой пиньяте вы говорите? Все вернется на круги своя, как только к тому придет время. А если не вернется, впереди всегда новые вершины, новые какие-то и люди, да, знаете. Это очень важно понимать, что, как это, человек и человеческая жизнь — это поезд. Ты вот сидишь машинистом, а разные пассажиры заходят, выходят, и вот так вот и едешь. Главное, к тупику не приехать. Саша, мне вот такие стримы, как «Шум» важнее и нужнее миллион раз интереснее, чем любые другие интервью. Я бы все их поменял на один шум. Мира добра. Спасибо большое Одесситу. В Одессу привет. Держитесь. Одесса. Значит, вопрос. Александр, как думаете, возможно ли из-за конфликта в Украине противостояние Европы и России может перерасти в некий аналог Второй мировой войны без США? Без США не будет никакой, третьей или там аналога Второй мировой войны. Без США не будет. Победить Россию не получится, потому что как только начнут условно побеждать, полетит. Там, как мне кажется, дело не станет. Это не просто так сегодня корейцев похвалили, какие они красавчики. Они вообще скорее может полететь. А что им? А кто ему что сделает, этому Ким Чен Ыну? Он там кораблики открывает, у него праздник каждый день. Нет, Третьей мировой не будет. Тем более вот в этом формате, который вы спрашиваете. Значит, неудобный для вас вопрос, прокомментируйте. Александр услышал такой перл. Срочники, дедовщина в армии России принуждают к подписанию контракта. Вы серьезно? Когда у каждого бойца, даже на службе ВС, не по одному гаджету и номеров телефона от комитета солдатских матерей, телеканал РТ, соцсети, промолчу. Меня типа кто-то в тиски защемил. Смотрите, если я говорю, а я там сказал в этом интервью, это четкая информация, свежая, не старая, моя информация из моих источников. Объясняю, что имеется в виду. Таких случаев у меня 3. Там инженерные войска, ракетная и еще какая-то, то есть это те люди, которые я знаю, вот прям знаю. То, что там вам сейчас пишут в комментариях, что в срочниках в российской армии пионерский лагерь, и там вообще никто кого пальцем не трогает, и меряют температуру в казармах, где-то там 2-3 таких части есть. Да, показательно таких есть. Где-то там, не знаю, может, в Подмосковье, еще где-то. Я говорю о конкретных случаях, свежих, там, полугодичной условной давности, где, как это происходит. Человек, дедовщина есть, то есть там, смотря... Приходишь, то есть, и тебе сразу предлагают, давай контракт. Может, неправильно люди поняли. Смотрите, контракт не в СВО, вот это вот очень важный момент, а контракт типа с частью.
Вот это вот очень важный момент. Но контракт с частью предполагает, что там же все, кто в части, да, ну, они, если приходит запрос, ну, там, усилить, дополнить, это вот эти первые, они туда. Срочники об этом знают, не хотят контракт с частью. Вот эти условия, о которых вы говорите, что у каждого по телефону, все такие вольготные, ага, сейчас... Если контрактник, да, ты получаешь зарплату, ходишь в часть, ты служишь, ты военный на контракте. Можешь снять квартиру в общежитии, там, а не в казарме. То есть есть такой, тут да. Но эта подпись очень большой риск, и многие против. Этим путем заставляя идти на контракт, что подразумевается? У контрактников нет дедовщины в этой части конкретной. То есть, смотрите, опять-таки, мне там многие писали, может быть, не поняли, что СВО прям СВО или вот контракт с Минобороны Российской Федерации. Дальше твоя жизнь в руках Минобороны Российской Федерации. Подписать предлагают почти сразу, вот прям почти сразу. Те, которые, у них задача, да, как бы продемонстрировать нехорошие условия жизни без контракта в этой военной части. 3 эпизода, конкретные случаи, это лично моя информация, то есть ни на кого я не ссылаюсь, никто там мне в уши не напел. Это правда. Если вы действительно верите, что это там пионерский лагерь, ходят только строем покушать в столовую и на воздухе физической активностью занимаются, осваивают разные интересные штуки технические, то это какая-то такая радужная история. Выбросьте это из головы, и телефоны, на кого попадешь. Если в карауле нормальный командир, он тебе даст 3 минуты. А то, что вы думаете, они там сидят и там в Инстаграме лазят, запрещенном, да, в России, или там в каких-то ВКонтакте, каких-то соцсетях, ну, извините. Да, службы год, но он разный. В общем, тема такая своеобразная. Я просто хочу, чтобы вы понимали, если я вот это, говорю, это, возможно, есть какое-то недопонимание. Но я думаю, я все точки над «и» расставил, то есть это конкретные истории. Да, кто-то скажет, у тебя там 3 человека, а повально пионерский лагерь. Ну хорошо, пускай будет пионерский лагерь, пускай я буду неправ. У меня информация такая, как у меня. Я делюсь с вами информацией. Никого там не подставляю, не называю. Я имею на это право, у меня есть источники. То есть я здесь как журналист выступаю. Нравится информация, не нравится, вам решать. Перенесемся непосредственно в чатик трансляции. Здесь тоже люди пишут, и это просто прекрасно. И я очень рад и доволен этому. Перейдем во все. Значит, сообщение, значит, Шелест, так, ну, понятно, прикалываются, не неси чушь, служат 1 год, ну, правильно, так, где это в ДНР? Нет, это в России, глубоко в России, дальше. Значит, в процентном соотношении ВВП мудрее Зеленского, ваше мнение? Да, намного ВВП играет в шахматы, а Зеленский в Чапаева в шашки, с точки зрения, да, в этом плане. Сергей Хромов. Почему сторонники свободы из журналистов Украины решили работать на режим Зеленского, загоняя страну в полнейший тоталитаризм? У кого-то нет выхода, кто-то боится той же мобилизации, бусификации, кто-то много чего боится. И страх это все-таки серьезное подспорье. Так. Дякую, остаточный, понятно. Значит, Александр, жду вашего интервью с создателем фирмы «Украинский тоталитаризм». Очень жду. Понятно. Значит, спасибо, что ждете. Александр, ваше мнение, нагнут опять Путина, не дадут опять выйти из войны? Не дадут. Я думаю, все-таки не дадут выйти из войны. В каком смысле? В глобальном, в большом. То есть, я думаю, что все-таки война пойдет на спад, остановятся вот эти боевые действия, зоны напряженности будут, вот это все будет неразбериха, эта дипломатия еще может сорвется разок-другой. Но тут очень важен вопрос, главный вопрос. Это собьет ли Трамп Зеленского?
или нет? Или он вот эти фоточки напостил у себя сегодня в своей соцсети за стульчиками, и типа там вау, там, да, вот и так, и такой ракурс, и такой. Ну, видимо, пиарщики сказали, что это круто, вот это он ну, таким образом. Значит, выйти не дадут, имеется в виду полностью. Это все-таки такой крючок надолго. Но Путин это понимает. Поэтому тут или четкие железобетонные подписи, причем с выборами в Украине, то есть перелегитимацией, что это будет все, то есть минимум там вот этот срок следующий президента. Это, кстати, может быть Зеленский. Вот крамольную вещь скажу, это может быть Зеленский. Такой новый Зеленский. Раз, и типа, и вот это он будет держать и дальше у руля 5 лет, там уже все забудут, чего, куда будет потужно, и найдут эту историю в Конституции, какую-то, допустим, да, штучку, и он скажет: ой, так это ж там воевали сколько, 4 года, да, ой, не считается, давайте мне еще один срок. Нормально все будет. Вот так они рассчитывают, вот таким образом. Но это все в состоянии войны, напряженности, скажем так, вот это все будет. Но с определенными четкими выписанными штуками, там не быть антироссией, с ограничением по вооружениям, по численностью армии, вот это все стамбульское, оно немножко видоизменится, и его подпишут, и с этим будут жить. Но сохраняя гордость, и вот это вот бонефтик вот будет вот так себя нести. Но вот это вот раздор будет. Ну или другой момент, большое военное поражение, где не хочется, конечно, этих всех моментов, потому что это жертвы, это горе, это страшное, там, это родные, непонятно где их, кто. В общем, такой момент. Не хочется этого. Но какое-то там военное поражение, нечто подобное. Ну или условно там подойдут к Харькову, подойдут к Киеву, да, или там к Запорожью подойдут и будут быстро-быстро договариваться. Посмотрите. Ну, то есть второй вариант событий. Но опять-таки, я думаю, что это маловероятный вариант. Это только если Трамп не плюнет и не скажет: да пошли вы, а сам будет подглядывать со своего спутника и сидеть, хавать попкорн и там болеть за, ну, понятно, какую сторону, наверное. Наверное, понятно имеется в виду. Значит, Хэппи Санта, Шелест, Александр. Если человек идет по лесу и видит, там медведь лежит, имеет ли он право тыкать в него палкой, имеет ли право медведь за это откусить ему голову? Право, значит, право тыкать палкой имеет, это его полное право. Ну и медведь тоже имеет право, конечно, пускай кусает голову. Только проблема в том, что голову не кусают обычно. Медведи, они так сначала ногу отрывают, потом там еще какую-то там часть. И вот это муки, это все страшно. Если бы голову сразу раз, и было бы хорошо. А так это вот все страдания, кровоизлияние. Лина Востроилова, вопрос, Саша. У Украины нет исторического опыта государственности, плюс на знамя взята сельская ментальность. На что надежда? На второе пришествие или на чудо? Надежда на мир и надежда на... Ну, вы видели вот этого пацаненка я показывал, да? И я грешу и с гостями, и там иногда в шуме, что вот смотрите, там дети, вот они такие, они сякие, там они, это плохое поколение, там вот драка с военным была, мы там обсуждали, помните, на гидропарке, там пришли, сразу наказали, там этих, вот этот на русском с телефона слушал трек, то есть ни с колонки, ни с какой, не то, что там он там гремело, это все с телефона, это не сильно громкий звук, но он не имеет права на улице слушать, ибо под окнами. И вот этих детей говорят, что они какие-то потерянные, там, конченые, плохие, там, да, ничего не знают. Нет, с точки зрения образования, качества образования и всего остального, я тут, наверное, соглашусь, да. И с точки зрения перспектив этим людям я тоже соглашусь. Но с точки зрения того, что это какие-то плохие дети, нет, это наши дети. Вот это наш ребенок. Вот так вот. Да, ему видно, что ему там тяжело, где-то слезы наворачиваются, потому что трындит кошелка на него. Но он ей достойно отвечает. Да, за это надо отвечать. Вот
мать ответила административкой, там плохо воспитывают ребенка. Ювенальная полиция приехала, провели беседу. Ну вот так. Да, но это пройдет. Но посмотрите, он этот опыт запомнит. 12 лет это уже такой возраст, но его запомнит. И он будет дальше сверстники, там, товарищи, друзья. Потому что нас надевают на нас вот эту робу жовто-блакитну и говорят, что вот только так. Дети чувствуют это, подростки вообще, то есть они и бунтари, и все остальное. Из этих бунтарей потом складываются мозги на место становятся, немножко взрослеет человек. Дети неплохие, им просто надо давать больше. А что дают? Да ничего не дают. Не слушай русский трек на телефоне под окном. Но дети подрастут и возьмут сами. А вот когда они подрастут и будут брать сами, вот тогда посмотрите. Тут, кстати, я хотел показать там тиктокера одного, не знаю, ну уже не буду показывать. Он едет на кабриолете и, в общем, останавливается, там ему тип кидается, ну там, под машину, и он так говорит, люди, вообще куда с этими людьми, они какие-то зомбаки. Короче, мужик там начал на него орать, женщина там постучала по капоту, говорит, ты зажрался, у тебя денег много, там вот это вот непонимание. Так ясен пень, ты едешь в воюющей стране по Киеву, где голод, ну не то что голод, у простых людей там 3 копейки, инфляция, вся эта остальная херня, и там еще что-то как-то вот там не так. Надо всегда понимать, где ты находишься и кто вокруг тебя. А люди не понимают, думают, что они мусор. Но вот так потом рождаются революции. Приходит какой-нибудь Ленин с декретом о земле и мире. И потом вот эти люди раскулачиваются. Ну, это я как пример. Это не то, что там так будет. То есть массы, они все равно дозревают до чего-то. А дети у нас хорошие. Шелец, как думаете, Зеля сдаст свой прост просто так или будет нациков привлекать? Ну как, просто так не сдаст. Вообще, если честно, вот это мое, это неправда, то есть сразу это как бы не вырезайте никуда. Значит, когда я увидел эти 2 стульчика, которые сейчас вот к концу дня Трамп начал там вот активно форсить, 2 стульчика, я вообще подумал, что там же как, там эмоции. Ну, во-первых, то, что Зеленский лысеет, теперь подтвердилось, это не просто свет упал, лысеет, он еще и лысеет. Во-вторых, то, что вот это он там вот это изображал, он как бы осаживал, да, вот Трампа от чего-то, да, от какого-то напора. Трамп, видно было по лицу, что ему, наверное, очень приятен этот разговор. Короче, моя первая мысль, когда я увидел вот эти фото репортажные, что он договаривается о гарантиях безопасности. Безопасности, ну, имеется в виду политической безопасности, не физической, политической безопасности, а там, может, и физической, ну, короче, о том, чтобы вот так, или там транзитом, или сохраниться у руля. Да Трампу все равно. Но проблема в том, что если честные выборы, то Зеленский не выиграет. Вот что мне кажется. А нациков будут привлекать. Значит, так, Шелест, спасибо. Спасибо и вам. 2 стульчика, огонь. Да, 2 стульчика. Вот так вот меняется история. Вообще, конечно, такая, ну, конечно, позорище. Так, значит, Шелест, скажите, запрещаете детям слушать русские песни? Нет, не запрещаю, слушают. Да, то есть не шибко вникаю в... Ну, так как, понятное дело, он там все проходит, все это меняется. В репертуары творчества нет, не слушаю. Понятно, что там старший Рябчину одно время слушал, это все. Ну, вот это из современных еще. Ну, это все как бы... Это этапы. Это этапы. Да, я балдел там в своем подростковом возрасте там от Ракешника, ДДТ там очень любил вот это все, Арию, вот это все. У них вот такая история. Ну почему нет? Владимир Скринецкий, Александр, почему объективность и реальность враги украинцев? Потому что им придумали, сконструировали, сколотили и дали эту реальность разжеванной, понятной. Жрите. А голодно. Никаких блюд нет. Вот эту жижу и съели. И теперь в ней находятся. Когда выйдет через прямую кишку, тогда... Ну, главное, чтобы запора не было. Александр, почему? Значит...
Шелест, признай свою неправоту просрочника в России, не будьте бабушкой у подъезда. Значит, еще раз. Нет, я опираюсь на 3 случая конкретные. Хорошо, то есть это не все, но вот у меня такая информация, я с вами ей поделился. Это не моя позиция. Вот вы просто поймите. Я понимаю, что здесь есть очень много людей, которые вот они там с флагами бегают, одними, вторыми, вот это все, там кто-то думает за кого-то. Я делюсь информацией. Когда мне там пишут, вот с Дудкиным, там, вот мне так это нравится, вот это, Дудкин тебя уделал. А кто с ним соревновался? Он со мной не соревновался, я с ним тоже не соревновался. Вот тебе не нравится это слушать. Ну так многим не нравится это слушать, но вы же слушаете. То есть интервью, оно иногда предполагает, что должно строиться на противоречиях. Это же не означает, что человек ответил на один твой вопрос, а ты радостно, ой, супер, а вот тут что будет? Серьезно? Нет, это отдельно. Пересмотрите, подумайте над этим. Поэтому тут эта позиция, это там вот кто-то сказал. Нет, давайте учиться думать. Давайте учиться примерять. И если там поступает у вас к вам какая-то информация, нет, пошуметь мы гораздо. Шумите на здоровье, пишите, это честно, это справедливо. Но приплетать и вот ввертывать, кому-то что-то клеить, какой-то ярлык, подумайте, прежде чем клеить. Потом приклеите, когда там подтвердится или опровергнется. Вот это вот такой мой, мой ответ. Значит, в Луганск хотелось бы приехать. Ой, слушайте, хотелось бы приехать в Луганск. Меня тут спрашивает Александр Кравченко. Прогуляться хотелось бы. Да, интересно. Там говорят, вот это ЛК, Шелест, ты зануда. Спасибо вам, добра и света, ЛК. Значит, хотелось бы в Луганск. Посмотрим, может еще и как-то получится, и побываю там все-таки. Кто-то, немного, правда, уже, немного, но остался. Шелесту респект из Китая. Респект в Китай. Привет из Стаханова. Привет в Стаханов. Значит, ой, Ирина, добрый вечер. Саша, если ваш сын, когда вырастет, захочет жениться на девушке из России, какая ваша реакция будет? Ирина, главное, чтобы 1 раз. Максимум 2. Это вот... А вот из России она будет. Не из России она будет. Это главное, чтобы вот не было вот этого... как у этого ведущего российского, как его... Дмитрия Диброва. Вот эти... поток этих жен... Все молодые, моложе, там, да, вот это все. Там, как Лепс сейчас женился, вот это. Главное, чтобы не в этом ключе. То есть, вот чтобы он прожил полноценную жизнь, да, чтобы душа в душу, чтобы это не было вот это вот. Потому что, опять-таки, кучу этих свадьб поди вытяни, да. Во-вторых, вообще к чему это? Вот этого я не понимаю. У меня такие понятия. Раз и навсегда. По крайней мере, навсегда, как говорить нельзя, всякие случаи бывают, там, тем более война, тем более опасно, но тем не менее, там имеется в виду жизнью, человек, как бы он не располагает своей жизнью, но мне кажется, что все-таки брак должен быть один, все-таки это мое, и венчаться нужно обязательно, и брак должен быть один, вот как я, все делайте, и все будет хорошо. Миру мир, конечно, миру мир, как Галкин, как Галкин. Значит, действительно. Значит, как думаешь, воровали ли мы туалеты и стиралки в начале войны, чтобы ракеты собирать и туалеты себе дома делать? Или так и будем жить в мире розовых единорогов? Я думаю, что воровали все. Все. Я просто, понимаете, в чем дело? Это вообще отдельная история. То есть, и это проявилось еще в 2014 году на Донбассе. Зашли батальоны, обнесли вот этот там металлист, вот это, к счастье, там, вот этот там период, как бы промежуток, Северский Донец там, да, и там вот были дачи. В принципе, такие, не сказать, что там элита, зажиточные дачи, достаточно, уносили все. С бойлеров не сливали воду, отправляли новой почтой себе. То есть,
Конечно, есть видео масса, грузят вот эти все, там, ну, кто кому... Это как? Это война, это трофеи, это дичь. Ну, понятно, что не чипы для этих, для ракет. Это, конечно, такая, это идиотская история, как банка с огурцами, или вот эти метки, или какая-то еще много таких мифов, да. Но, то есть, всяко бывает. Вот бывает всяко. Это все зависит от непосредственного командира, от настроения там вот людей. А что за люди? А люди что же разные бывают? Есть там вообще говна много везде, да? Но если там плюс-минус порядочный какой-то коллектив, то они не будут там какие-то моменты делать, да, там, или там чего-то брать, или что-то еще. А есть те, которые там действительно никогда этого не видели. И в Украине не есть. И у нас, если от 18 до 24 проводят как бы такую политинформацию, садят военного, говорит, слушайте, вообще классно. Для молодого так вообще тема. То есть друзья, свежий воздух, активность. Я сначала похудел, потом вот кормят хорошо. Кормят хорошо. То есть приоритеты жизненные разные у людей. Поэтому я не думаю, что там все прям ложь и все неправда. Просто берут какую-то хрень и разводят ее. Сейчас мне напишут, это как вот я по поводу информации с 3 случаями и 1000. Ну, да, возможно. Тут я признаю. Но у меня четкая и проверенная информация, я с вами поделился. Если вот вы пишете, что 1000 сообщений, что там пионерский лагерь на срочной службе в России, пускай будет. Может, здесь я тоже попадаю в эту ловушку. Возможно, признаю тогда. Но, ребята, то есть хватает везде нехороших людей. Не обольщайтесь никем. Значит, Саша, когда в ТГ будет админы, невозможно читать, Татьяна. Татьяна, не могу сказать, дилемма у меня. С одной стороны, ну, понятно, я буду, пока Пасха, вербное воскресенье, вербная, Красная Горка, вербная это перед, Красная Горка, там поминальное вот это воскресенье, когда нужно на кладбище ходить, пройдет эта неделя, потом я буду уже там разбаном, ну как, разбаном занялся, баном буду заниматься. То есть вот это вот будет. По поводу админов, ну опять-таки, тут опять, или человек, который там, я должен его хорошо знать, мало того, что там кого-то там, если там нанять, но надо знать кого-то хорошо. Если нанять, то это, чтобы не было, это должно быть соучастие. Мастырить какие-то группы админские, а потом собирать им на, ну, там, на пиво, чтобы какой-то общий фонд. Идея, может, рабочая, но я не мое, не знаю, не понимаю я этого механизма групп админов. Поэтому тут такая дилемма. Но, в общем, вернемся, я думаю. Вернемся к этому вопросу чата в Телеграме, переходите, подписывайтесь. Так, значит, уважаемые друзья, значит, время такое позднее и интересное. Значит, какая-то происходит история, я сразу хотел бы перед всеми извиниться. Действительно, что-то происходит с вот этой, с вот этой историей через QR-коды, вопросы. Да, вот перешел на сайт, на ресурс. Они, наверное, не доходят. Вот, наверное, поэтому такая какая-то проволочка, потому что мне пишут, сообщают и сигнализируют, мол, мы там вроде как отправляем 3 копейки за вопрос, а ничего не идет. Ну, дело такое. Значит... Из Киева привет. Людмила Кулешова, Саша, обожаю, спасибо вам большое. Попал на ваш Кварион, на ваш канал через Чаплыку, где он слился, на вопросы про вас не отвечает. Ну, не отвечает и не отвечает, ну, как бы, ну, он у себя на канале Катарсис, и хорошо, то есть это как-то монастырь, его дело, это прекрасно. Пока нет, пока думаю, нет. Ну, я думаю, все устаканится, все пройдет, все будет нормально. То есть, ну, пока тоже нет. Как и многие, пока тоже нет. Не будет пока эфиров с Чаплыгой. Значит, так, парень молодец, тетку оштрафовать. Да, действительно. Так, собственно, и есть. Значит, Александр Денчик спрашивает, есть ли вариант вместе мирного проживания 2 Украин, одна на которых только мова и герой Бандера, и вторая Восток, Юг, и русскоговорящая, для которых Бандера нацист, спасибо. Ну, конечно, есть, так же жили, нормально жили. Ну,
Нормально жили, так, только дело такое. Как долго это может прожить? Просто не хочется, чтобы была вот четкая вот победа одного, потому что тот второй будет обижен, и это все равно будут потом поднимать. Ну вот как тут нацизм победили, а все равно его поднимают спустя вот 80 лет, как разгромлен нацизм. Все равно поднимают. Поэтому вот такая история. Значит, Шелест, как думаете, добьется Россия своего, то есть полного возвращения 4 областей в полном объеме с таким поведением З? Да исправляется у него за поведение. Думаю, там еще будет долго еще пободаются в дипломатическом русле. Добьется, не добьется. Посмотрим. И Путину не принципиально на самом деле это. Ну, то есть это все быстро обставят другими победами, очень хорошими успехами. И тогда очень будет интересно, когда после, условно, когда все закончится, русские с американцами начнут, там, ну, условно, ракеты в космос запускать. Ну, это гипотетически. А у нас тут при действующих вот этих порядках люди посмотрят, ага, а чья земля, а кто тут хозяин здесь. И у нас все равно будет дольше это все вертеться и закручиваться в плюс-минус чего-то нормальное. Смотрю, у вас с Горловки интересно. Горловка близко к линии фронта. Хоть немножко отодвинули, там, но близко все равно. Берегите себя. Значит, Александр, вопрос. Вы когда-нибудь были в Беларуси? Если да, что вам не понравилось? Не был, все понравилось. Мне все нравится в Беларуси, я там не был. Ну, вот все нравится. То, что я знаю про Беларусь, то есть это... Мне все нравится. Молодцы белорусы, и дай им Бог мира и справедливости. Вот очень хотелось бы, чтобы Беларусь, ну не то, что примером послужила. Понятно, есть вопросы, там Лукашенко, там местные там отношения, все вот эти, да. Но мне бы хотелось, чтобы с точки зрения, ну вот, да, вот с точки зрения порядка, уважения друг к другу, чтобы все было проще. Ну, смотрится, по крайней мере, со стороны человека, который там никогда не был, именно так. Поэтому в Беларусь привет. Значит, опять много вопросов по Карасеву. Молчит, судится, все с ним в порядке, пока не выступает. Вот все нормально. То есть не переживайте, там пишут всякую ерунду, там это все шутят. Да, с ним все хорошо, с Карасевым. Мы на связи, вот как только он сможет, он обязательно выйдет в эфир. Но адвокаты не рекомендуют. Александр, значит, спасибо большое. Значит, Александр, знакомы вы с алкашом Цымбалюком? Нет, не знаком с Цымбалюком и никогда не был знаком. Ну, так через одно рукопожатие с ним никогда не был знаком. Значит, друзья, всем большое спасибо. Ну, просто там про вопрос Путина я отвечал. Эти 4 области, понятное дело. Скоро 2 мая будет стрим в тему. Ну, смотрите, давайте так. Если это нужно и интересно, напишите в комментариях по поводу стрима. И 2 мая тоже. Если вы привыкли уже вот, да, к нашему общению, я только рад. Вот у нас 19 700 человек. Этот день как бы вот мы обсудили и вместе с вами его, ну так, да, вот пережили. О боже. О боже. У посольства Украины в Вашингтоне заметили американских чиновников и сотрудников секретной службы. К посольству подъехал автомобиль, из которого выгрузили флаги Украины и США. Американская журналистка Лора Лумер уточняет, что это произошло спустя несколько часов после встречи Трампа с Зеленским. О, интрига. Интрига. Как я люблю интриги. Какую-то, наверное, сделку готовят, по всей видимости. Что-то такое, наверное, происходит. Ну, давайте вот покажем, да, вот выгружают флаги, если вам видно, вот, да, вот выгружают флаги, вот что-то готовятся, какое-то заявление, посольство, какая-то активность, к чему бы это? Ну и закончим, наверное, наш вот на такой новости, да, вот Илон Маск сделал репост
в которой говорится, что Зеленский соответствует определению диктатора по любым честным меркам. То есть это не Маск пишет, он репост делает. В частности, упоминается закрытие Зеленским телеканалом 112 Украина, Ньюзван и ЗИК за целый год до того, как хотя бы один российский танк пересек украинскую границу. По мнению автора, Зеленский подавляет инакомыслие не во имя выживания, а в погоне за бесконтрольной властью. Воспоминания. Зеленский настаивает, что приостановка демократических институтов, включая свободную прессу, была необходимой мерой военного времени против российской агрессии. На самом деле он уже начал закрывать телеканалы, критикующие администрацию, за целый год до того, как хотя бы один российский танк пересек границу. По любым честным меркам он соответствует определению диктатора из учебника. Тот, кто подавляет инакомыслие не во имя выживания в погоне за бесконтрольной властью. Так что вот такие новости. Маск делает свое дело. Репост в соцсети X. На этом все. Пошумели мы хорошо. Пошумели изрядно. Я очень благодарен вам за то, что пишете хорошие, добрые комментарии. Пишите разные. Пишите о том, о чем мы сегодня успели поговорить. Об этих политических танцах на костях Папы Римского. Там, кстати, тоже был такой эпизод, это вчера, там ночью или когда, когда он умер уже, Папа Римский, очень много птиц кружило над этой площадью, где сегодня было много людей. Некоторые говорят, что это знак. Возможно, Бог забрал Папу Римского, чтобы мир дать. По крайней мере, хотелось бы в это верить. И все равно я всех призываю, несмотря на всю радикальную риторику, Путин, который говорит, пойдем дальше на другие участки фронта после Курска. Зеленский, который, мы хотим безусловного мира, вот без условий и все. Маск, Трамп, вот эти все люди, Макрон, Стармер. Несмотря на все это горе, важно понимать его цену. Цена горю. Цена. Вот если ты осознал и понял, и принял, то ты уже тогда поймешь и сделаешь моральное усилие над собой, и эту перешагнешь историю в сторону будущего и процветания. Потому что, еще раз подчеркну, у нас растут нормальные дети, и у них слишком много забрали. Отцов, воспитание, обучение, отдых, в конце концов. Нормальная семейная, семейный круг. А это важнее, чем кто-то хочет остаться у власти. Берегите все себя. Всем доброй и желательно тихой ночи. Добра и света в